неожиданное, внеплановое, короткое, но от этого не менее полезное гадание на неделю для всех знаков. Одно общее видео. 12 знаков, 12 карт. Каждому знаку своя карта. Впереди нас ждет последняя неделя февраля, а значит последняя неделя зимы. И мы имеем полное моральное право погадать на это волшебное время. Я в этом совершенно уверена. Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. Вот видите, не случайно взяла я карты в руки. Все, какие хорошие карты выпадают вам. Сначала Овны. Овнов ждут переживаний эмоциональных. Впрочем, положительные, местами даже приятные. Хотя, возможно, и никуда и не ведущие. Королева кубков выпадает. Вам карта далекая в целом от карьеры, от денег, ну и вообще от каких-то вот таких вот реальных, скучных, взрослых свершений. Женщинам, овнам, королева кубков обещает возможность влюбиться, и, да, или почувствовать любовь новую, или прежнюю, вот, влюбиться, либо эту самую любовь проявить. Хотите вы того или нет, вам придется в буквальном смысле проявлять любовь. Может быть, романтическую, с новым человеком или с тем, который есть у вас уже, а может быть, дружескую. То есть вам предстоит выступить жилеткой для какой-то своей подруги или для своей соседки. Овны меньше всего годятся на эту роль, но заранее-то ведь никто этого не знает, да, про вас, поэтому придется как-то в этот образ войти. Королева кубков советует овнам быть снисходительными к людям, доброжелательными. Нужно людей любить, жалеть, понимать, и лучше, если вы это покажете, если это будет заметно. От вас ждут добрых слов, от вас ждут понимающих глаз, от вас ждут какого-то покорного или сочувствующего поведения. А также королева кубков — это может быть другая женщина, не полезная, но очень хорошо к вам настроенная, которая окажется рядом с вами и готова морально вас поддержать, тоже посочувствовать. Это шанс и подружиться, и кому-то показать свое расположение и привязанность. И такой же совет вы получаете. Такой же совет овны получают. То есть минимум агрессии, максимум человеколюбия. Тельцам, как всегда, достаются деньги. Король пентаклей обещает хорошие доходы, стабильное финансовое положение, выгодные сделки, удачные покупки, какую-то новую уверенность в своем финансовом завтрашнем дне. И это может происходить, например, от новой зарплаты, если вы выберете новую работу для себя, более высокооплачиваемую. Это могут быть и премии, это могут быть и просто дивиденды с ваших каких-то прошлых удачных вложений, денежная работа. Однако король пентаклей — это еще и, конечно, фигурная карта, то есть это надежный мужчина, который либо может помочь, либо должен помочь, если вы к нему обратитесь. Мужчина оказывается полезным для ваших денег и дел, а также король пентаклей — это карта мужа в колоде Таро. Поэтому для замужних тельцов совет: обратите внимание на мужа. Может быть, он поразит вас какой-то новой зарплатой или своими какими-то новыми достижениями. Но и для одиноких тельцов это хорошее предсказание, возможность встретить какого-то человека, за которого не стыдно и замуж захотеть.
Карта не романтичная, но все равно фигурная, то есть описывает для вас конкретную какую-то личность. Дальше близнецы. Близнецам выпадает шанс деловой прославиться, заслужить расположение начальства, продвинуться по карьерной лестнице. В общем, все, что касается дел, профессий, бизнеса. Но это туз жезлов, друзья. Тузы предоставляют шансы, которые очень легко пропускаются. Поэтому карта советует близнецам на этой неделе не зевать, ничего не откладывать, от возможности не отворачиваться, потому что туз жезлов, да, это такой сплошной энергетический поток, энергетический клубок, да, в который нужно очень как-то грамотно попасть. Шанс найти новую работу или открыть очень успешный бизнес вам выпадает. Неделя свершений для вас. Неделя свершений. Ну, конечно, если вы этого захотите, потому что ко всем тузам всегда как необходимое условие должно прилагаться ваше желание или ваша внимательность, не пропускать возможности, потому что все-таки это младшие арканы тузы, и они ничего заранее предопределенного не обещают. Это все в обстоятельствах, это все при вашем содействии происходит. Дальше, безусловно, рак. Раку десятка пентаклей выпадает. Крупная денежная карта. О двух вещах десятка пентаклей сообщает: о поступлениях каких-то денежных и о доме. И скорее всего, и лучше всего, если эти две темы сходятся, пересекаются в одной какой-то единой точке. Богатство. Видите, как здесь эта карта подписана? Богатство в первую очередь в буквальном смысле денежное. И это и новая денежная работа может быть, и просто деньги, сумма, которая каким-то образом к вам в руки попадает. Это может быть и возвращенный долг, и удачно выписанный кредит. То есть это и чужие деньги могут быть. Десятка пентаклей предполагает вашу способность правильно этими деньгами распорядиться, то есть их не распылять, а куда-то вложить. Еще, конечно, эта карта очень привлекает ваше внимание к семье, к вопросам семьи. Она говорит, что дорогостоящий ремонт начать. Да, отлично, на этой неделе. Купить участок для постройки семейного гнезда там, на 6 поколений. Это тоже идеальный какой-то момент. Неделя с богатством. Раком. Лев. Ох, льву достается прямо его собственная карта, карта Солнца. Карта Солнца имеет непосредственное соотношение, отношение к знаку льва. Поэтому вы будете себя чувствовать максимально гармонично, по-львиному. У вас будут возможности проявлять свои лучшие качества, свои самые яркие качества. Карта Солнца очень яркая. То есть, если нужно одно слово, чтобы определить вашу неделю, она будет яркой, насыщенной событиями, разговорами, впечатлениями, какими-то вашими поступками. А еще Солнце обозначает ясность. Для вас это наступление ясности в каком-то вопросе. Ну вот был для вас вопрос неясным, а становится ясным. Растворяются тайны, связанные с личной жизнью или с работой. И вы говорите: ну, теперь все понятно. И, безусловно, рады этому, потому что львы тайн и сюрпризов, как известно, не любят. Вы любите, когда все очевидно и честно. Иногда карта Солнца имеет непосредственное самое отношение к теплым или горячим вещам. Солнце часто обещает путешествие в солнечное место, на какой-то солнечный остров. И в целом обещает вам счастье, просто счастливая неделя, когда все исполняется, и вы купаетесь в лучах
признания, например, славы. Дева. Деятельная деловая неделя. Рыцарь жезлов вам тут выпадает. Это как человека, так и предложение от этого человека. То есть ждите в гости кого-то, кто вас подбивает на новые трудовые или творческие подвиги, куда-то увлекает за собой. Это может быть и предложение о поездке, предложение о каких-то переменах в жизни. Все очень спонтанно приходит, может быть, даже выбивает вас из колеи или заставляет срочно менять планы. Но ничего плохого или опасного для вас в этом нет. То есть важно, карта спешит здесь к девам с важным предупреждением. Человек, который нарушает сейчас ваши планы, настаивает на каких-то, может быть, странных или даже неприемлемых или несвоевременных для вас вещах, заслуживает хотя бы того, чтобы вы его выслушали. Вот такие крупные жезлы обещают, естественно, деятельность и работу новую, и просто новый проект в рамках текущей какой-то работы, и много-много всего остального. К поездкам. Карта очень располагает к поездкам. Дальние или какие-то близкие, краткосрочные, но все поездки полезны и по делам. Будьте активны, долго не раздумывайте над предложениями, на все соглашайтесь, всегда говорите «да». Весы на очереди у нас. Для весов выпадает карта сила. Карта очень спорная и обещает много хороших вещей и тех, о которых можно задуматься. Из хорошего карта сила очень ресурсная. Вот она, знаете, как будто бы весит даже больше, чем другие по весу. Она обещает избыток или избыточность всего: здоровья, времени, денег, интересов. Вместе с картой сила вы чувствуете, что живете полной жизнью, дышите полной грудью, и всего-то у вас много, и денег можно не считать, все подряд покупать в магазине, и времени на все хватает. Для здоровья сила очень хороша, она обещает выздоровление, ну и вообще такой достойный физический статус, не упадок сил, по крайней мере. А что спорное в карте сила? Контакты с людьми с большим интересом, вашим или в отношении вас. Вот контакты именно с людьми, разговоры, взаимные выгоды, взаимный интерес, все это может быть достаточно неискренним или запутанным. Карта сила предусматривает как уговоры, так и некоторые манипуляции со стороны оппонента или собеседника. Кстати, карта сила советует весам в данном случае быть не слишком откровенными. Да. Скорпион. Скорпиону так и вообще выпадает колесо фортуны. Ловите удачу 100 раз. Эта карта, тем более без соседних, но таков формат нашего сегодняшнего расклада, обещает удачу в чистом виде. Валится на вас везение, перемены в жизни назревают и реализуются даже дороги, новые какие-то начинания, возможность оказаться в нужное время в нужном месте и много-много всего другого. Интересно, что карта колесо фортуны тоже нарушает ваши планы. Вот именно вместе с ней подтверждается известная истина о том, что человек предполагает, а Вселенная располагает. То есть готовьтесь к тому, что ваш ежедневник и все записи в нем подвергнутся
переработки. Все будет не так, как вы запланировали. И дороги не туда, и не в тот день. И встречи не с теми людьми, не в тех местах. То есть все буквально переворачивается с ног на голову, но тем не менее явно к лучшему. Совет колесо фортуны тоже дает судьбе: не препятствуйте, не настаивайте на том, чтобы было именно по-вашему. Принимайте вот эти вот изменения в ваших ежедневных планах как данные, потому что это очень опасно вставать на пути колеса своей фортуны, даже если что-то масштабное судьба для вас готовит, вроде как внеплановую смену работы или внеплановый переезд. Все равно принимайте это как благосклонность неба. Дальше стрелец. Стрельцу выпадает, вот интересная, конечно, 4 кубков. Здесь у Кроули она имеет почти альтернативное значение вот этой же карте в классических колодах. Роскошь, она здесь называется, роскошь. То есть у стрельцов сбывается их самый приятный, самый соблазнительный сон. Все стрельцы мечтают жить в роскоши, они к этому предрасположены. Вас ждет роскошная неделя. А тут уже от вас зависит, какой смысл вы вкладываете в слово роскошь. Для кого-то это роскошь в буквальном смысле, покупка дорогих вещей, какой-то дорогой обстановки. А для кого-то это может быть роскошь человеческого общения. Но вы ощутите себя роскошным человеком и свою жизнь роскошной. То есть это изобилие, это положительные эмоции через край, это возможность да ничего не делать, потому что 4 кубков карта очень пассивная. Здесь вот эта роскошь любая валится на вас совершенно без ваших усилий, может быть даже против вашей воли. Кстати, 4 кубков обещает отдых или советует вам отдохнуть на время от забот, забыться, потому что сейчас и так всего много, и не надо гнаться за большим. Все в порядке. Козерогу достается старший аркан, карта Звезда. Она обозначает мечту, ваша близость к мечте, новой или той, которая вот на грани исполнения. И здесь важно вспомнить, о чем вы мечтаете, и подсказать высшим силам, чтобы они не перепутали. Ждите исполнения вашей мечты. Она может быть большой или маленькой. У кого-то размах мир спасти, а у кого-то просто, скажем, работу найти новую. Но в любом случае эта неделя удачная, она будет удачная при определенных обстоятельствах. Вот карта Звезда, при том, что она хорошая, благоприятная, все-таки накладывает на вопрошающего, здесь на Козерога, определенный тип поведения, что ли, или определенный тип взаимодействия с судьбой, с высшими силами. Дело в том, что Звезда — это тоже достаточно пассивная карта, и она предлагает не действовать, а мечтать, влиять на рациональные вещи и на материальный мир, влиять иррациональными способами. Вот сколько намечтаете, столько и получите. Как говорят, делу время, потехе час. И здесь получается мечте время, а чему-то там меньше. То есть время мечтать. Вот так вот вам карты говорят. Мечты, конечно, и любви, и личной жизни могут касаться. Мне кажется, что поскольку так близко весна, здесь последняя неделя зимы у нас, и уместно очень помечтать о любви, о личной жизни, да, загадать вот что-то такое. Водолей. Водолею карты предлагают
подумать, тоже карта пассивная. Вот посмотрите, тоже они одна за другой идут, хоть и для разных знаков. Верховная жрица. Первое, от чего она предупреждает Водолея, так это от поспешных, необдуманных и каких-то срочных решений. Ничего на этой неделе срочно у вас решаться не должно. Вы ничего сейчас не выбираете, по крайней мере, поспешно. Если кто-то против, то есть если кто-то попробует вас торопить, на что-то согласиться, например, или от чего-то отказаться, не верьте этому человеку, не поддавайтесь на такие уговоры. Верховная жрица – это, знаете, предельная и запредельная мудрость. Неделя хорошая, спокойная. Кстати, очень спокойная. Ничего может вообще не произойти. Карта жрицы абсолютная статика. Вот эта жрица, видите, она же не случайно, даже не стоит, она даже сидит. Это для того, чтобы мы лучше поняли, что по карте в реальном мире объективном ничего не случается. Думать, молчать, проявлять мудрость, снисхождение, снисходительность, кого-то простить, переоценить себя, свою жизнь, чьи-то поступки. Карта жрица еще и взывает к какой-то семейной мудрости и к материнству, например. То есть вам нужно себя, придется, или хотите вы или нет, проявлять себя вот женщиной в доме, так скажем, матерью, женой, бабушкой, если у вас есть такая уже роль. Вот. Будьте мудрыми, не спешите, молчите, слушайте, помогайте, молитесь за кого-то. Жрица – это же духовная женщина. Вот. И рыбы. А вот рыбам достается пятерка мечей. Все-таки неприятная карта, не самая положительная, да прямо плохая в колоде. Пятерка мечей спешит к вам с советом. Не поддавайтесь на провокации и сами не затевайте войну или открытую борьбу с кем-то. С близкими людьми или не близкими, например, коллегами по работе. Пятерка мечей описывает не что иное, как критику, необоснованные претензии. Это спор, ссора, это некрасивое поведение ваше или в отношении вас. Но самое противное, что это все происходит без достойного повода. На этой неделе у вас есть шансы увидеть кого-то неожиданно с дурной стороны. Не ругайтесь, не поддавайтесь на провокации, когда вас кто-то будет выдергивать за ручку на арену этого цирка. Не ходите туда. Но и сами не выясняйте отношения. В первую очередь карта это именно торопится предупредить. Если у вас сейчас вот есть задача с кем-то, надо выяснить отношения. Например, денежные, с партнерами по бизнесу. Только не теперь, умоляет пятерка мечей, и я вслед за ней. Только не теперь. Сейчас из любого противостояния, даже самого продуманного, самого справедливого, ничего хорошего, кроме безобразной свары, не получится. Вот такое вот гадание у нас на последнюю неделю зимы. Я снова вас с новой весной поздравляю и увидимся.